Друзья мои, всем привет, с вами компания Pandaway. Сегодня вас ждет Сайбер-тур в городе Чунцин. Мы вам расскажем про один из популярнейших брендов в Китае – AITA. Сегодня мы поедем на фабрику Ceras, покажем вам, как все это происходит. И дальше вас ждет много чего интересного. Поехали! Город Чунцин – это не просто мегаполис, а настоящий символ прогрессивного автомобилестроения. Именно здесь расположена фабрика AITA или Ceras Super Factory. Передовой пример умного и экологичного производства. Заезжаем на фабрику AITA. С этого момента все съемки запрещены. Нам выдали вот такие вот черные непроникаемые чехлы. Все, запломбировали. Камеру тоже сейчас пломбируют. Эта фабрика – воплощение скорости и эффективности. Благодаря уникальной короткой технологии производства количество этапов сборки сокращено на 80%, а общая эффективность выросла в 4,4 раза по сравнению с традиционными методами. Это позволяет выпускать автомобили быстрее и в больших объемах без потери качества. Друзья, наши телефоны забрали, но нам удалось договориться, и кое-какие кадры вы сейчас увидите. Поехали! Главный секрет AITA – это высокие технологии. Здесь 90% ключевых процессов, таких как сварка, покраска и финальная сборка, полностью автоматизированы. Друзья, мы сейчас находимся на конвейере по сборке автомобилей М8. Обратите внимание, как это все происходит. В автоматическом режиме роботы полностью поднимают два мотора автоматически, задний и передний. Все это четко, идеально становится на свои места. Конвейер закрепился. Дальше машина следует к следующему пункту, где эти моторы будут закреплены. Наша машина подъезжает к следующему стенду. Здесь спереди и сзади у нас стоят гайковерты. Автоматически, опять же, все это, смотрите, как четко подходит. То есть они поднялись, прикрутили мотор, шасси вместе к корпусу спереди и сзади. И дальше машина начинает ехать к следующему стенду. На производстве работают более 300 умных роботов, которые обеспечивают безупречную точность, например, при покраске кузова. А следующий стенд здесь уже ручной. Почему? Потому что здесь они занимаются проводами. Провода, к сожалению, роботизировать не получилось. Уборку кабелей. Все это делается вручную, обратите внимание. Специально обученные парни в красивой одежде, чистенькие, аккуратненькие, в кепочках. Искусственный интеллект уже присутствует на фабриках. Даже мы там проходили изначально стенд, где автомобиль подъезжает, его AI, искусственный интеллект, фотографирует, сканирует и проверяет на ошибки. Если есть какая-то ошибка, которую AI подозревает, да, он сразу же останавливает линию и сообщает мастеру о том, что нужно проверить автомобиль. А здесь уже роботизированная часть. Две руки автоматически там что-то делают. А что, мы, к сожалению, не видим. Насколько ускоряют роботы процесс создания автомобиля, ребята. Благодаря этому процессу эта фабрика способна производить 400 тысяч автомобилей в год. 400 тысяч, только представьте себе такую цифру. Логистика тоже стала умной. Автоматические тележки AGV заменили 80% ручного труда, а системы в реальном времени анализируют данные, предупреждая поломки и оптимизируя производство. Да, и вот такие роботы тоже ездят по фабрике, интересные, да, которые следуют по своему пути. Между прочим, люди стоят, он их не собьет, он остановится, подождет, пока все уйдут, и поедет дальше. Здесь у нас процесс ручной, опять же, сборки кабелей. С кабелями работать роботы не могут пока еще. Это все делают люди. Обратите внимание. Так, и дальше у нас, смотри, выхлопная система также собирается людьми. В общем, процесс не полностью роботизированный. Часть работы все равно ложится на людей. А здесь процесс выполнения шумоизоляции. Также все компоненты, которые необходимо, они обкладывают шумоизоляционным материалом. Обратите внимание, насколько все это чисто, аккуратно. Я фабрики себе представлял по-другому. Я всегда думал, что капает масло где-то везде, там разлитые лужи чего-то там, в общем, все в смазке какой-то. А здесь же, посмотрите, просто как будто мы пришли куда-то в библиотеку. Опять же, у нас теплошумоизоляционные материалы. Обратите внимание, все подготовлено. Вот сюда это все укладывается. В автомобиле все уплотняется.
Обратите внимание, какой толстый слой шумоизоляции. Прям полностью днище у нас, да? Проложено таким материалом. Тепло-шумоизоляционный материал. Классно. Качество – это не просто слово для АИТа. Каждый этап сборки проходит стопроцентный визуальный контроль, а точность измеряется в миллиметрах. Ребята, ну а здесь финальная часть, красивая такая, вся подсвеченная, красненькая, из которой выходит белый АИТа М8. Это финальная часть, где уже идет окончательная проверка автомобиля, и дальше они уезжают на место хранения. Да, и обратите внимание, что цвет выбран не просто так. То есть это голубой, такой желтый и еще один голубой. Цвет, который максимально выявляет все возможные косяки. На корпусе все при нем видно. Помимо визуального осмотра проводится также тестирование технической части. Конкретно подвески здесь, там дальше тест камер и всех важных элементов. Для этого вот здесь вот такие вот неровности есть, которые водитель прощупывает на себе. Насколько автомобиль хорошо собран, без каких-либо косячков. К сожалению, мы никогда не были на европейских фабриках, но мы познакомились с человеком, который там был. Сейчас мы у него спросим, какое у него впечатление о китайских фабриках, и также узнаем, есть ли отличия между европейскими. Hi. Hi. So, I have several questions about the Chinese factory. First of all, what are you feeling? It's very eye-opener to see the innovation that's happening and taking place here in China. I think having been to previous factories, assembly lines in Europe, specifically in Europe, without mentioning the brands, I think it's a huge step when it comes to innovation, automation, and creativity with what we're seeing today here at ATO. In terms of the space, the structure of the assembly line, but also something that really caught my attention is the amount of people working on the ground on the assembly line. Yep. Everything is automated, and that gives me a sense of even further trust that human error is not there. Obviously, it's important that there are humans signing off on the finished product, right. And that's what we saw today. All right, so you almost ask all questions what I want to ask you. Give me all answers what I want to ask you. So, main question about the dusts. Yeah, it's spotted clean. I mean, it's impressive how the assembly line, the factory is kept so clean and proper. No leftover cardboards or spare parts. You have the robots moving all the time, taking pieces from A to B, B to A, and so forth. So it's definitely a spotless assembly line, a spotless super factory as it is called. And this is not how we grew up believing that a factory should look like. Yeah, so in our mind, it's a little bit should be dirty, oil somewhere, paper like here that, and paper there. everywhere. Honestly, it's a spotless experience. What factories, European or Chinese, more clean? Oh, by far, I have to say the Chinese. I want to put a caveat around this. I think the European factories have been outdated. Like they've been there for many decades. All right. The Chinese are now basically building new infrastructure, new thought leadership, new ways of getting things done, and that gives them an edge. And I believe they're doing it the right way. Last question. What did you see today? Can you say that the Chinese cars is a bad quality? Listen, someone asked me if I would recommend the Chinese cars, specifically the M9, to friends. I think I would recommend them to my own family. So that's the type of trust that I would put in the cars. We saw the test rides and the test drives, the automatic emergency braking. It all tells you that there's science, there's data behind everything they do, and it's very impressive. So can we say like that the Chinese cars is the future? I think it is the future. I think European and American automotives, need to get their act together. Yeah, that's right. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure. Но АИТа заботится не только о технологиях, но и о природе. Фабрика работает исключительно на зеленой энергии, от ГЭС и солнечных станций. Вредные выбросы VOC при покраске сведены к нулю, а вся вода полностью очищается и повторно используется.
Сертификация по мировым экологическим стандартам подтверждает – это производство будущего. Фабрика AITA в Чунцине – это не просто завод, это место, где инновации, скорость и забота об окружающей среде создают автомобили нового поколения. Друзья, а сейчас нас привезли на полигон AITA. Cyber Tour with AITA. Правильно называть AITO. Здесь у нас будут разные части. На этом полигоне мы будем тестировать ускорение и торможение. А вот здесь полоса с препятствиями, так называемая. Там и камни, там и бугры, и ямы. В общем, давайте посмотрим, на что способен AITA M9 и M8. Поехали. Сейчас у нас участок каменистой такой вот поверхности. Поставили мягкую подвеску, проезжаем, прям камни высокие были, очень хорошо отрабатывает. И сейчас уклон с такими серебристой поверхностью. Так, имитация у нас такой горной местности с различными уклонами непропорциональными. И вот сейчас, ох, смотрите, какие здесь бугры. Ого-го. Бум-бум. Слушайте, как он мягко все отрабатывает, прям вообще. А дальше металлические лежачие полицейские. Так, их проходим быстро. Веревки. Ух, веревки самые громкие. Так, ух ты. А сейчас мы погружаемся в воду. Все помнят, да, Леопард 3, где мы по речке плавали. Вот здесь сейчас то же самое. Ну, это, конечно, не Янгван Ю8, где мы плавали в бассейне 1,60 м. Но, тем не менее, тоже вот такой имитация интересный. реальной жизни в Шэньчжэне. Да. В крупных дождях. Да. Улыбает тот факт, когда у нас в Шэньчжэне сезон дождей, и когда дороги вот так вот тонут, и все бензиновые машины стоят и ждут, пока не закончится этот потоп. А электрички, они все едут спокойно прямо. Бетонные лежачие полицейские и ямы. Смотрите, сейчас в яму провалились. О, провалились в яму. Вот с правой стороны у нас фабрика сама находится, и здесь они тестируют свои машины. Этот полигон находится не просто так, рядом с фабрикой. Каждый автомобиль, выпущенный с фабрики, обязательно тестируется на этом полигоне. То есть один круг они проходят полностью по всем этим участкам для того, чтобы выявить какие-то неполадки. Если вдруг выявляется, то, соответственно, его прогоняют либо еще раз, либо сразу везут его на исправление и затем снова прогоняют по этому кругу. А мы на взлет? Исправили. На взлет. 130, 140. 150. Слушай, какая шумка-то хорошая. Вообще, на 150, смотри, мы сейчас спокойно разговариваем, на 150. Мы сейчас показывали вам на фабрике, какой там слой шумоизоляции. Сейчас мы едем по дороге, которая стесанная, знаете, когда вот проходят ремонтные работы и снимают верхний слой асфальта. Вот такая дорога. Бетонка рифленая. Бетонка, да. Рифленая бетонка, правильно, Антон. Едем на скорости 110. Заезжаем на какие-то вот железные такие опоры. Все проезжаем. Вообще, слушайте, просто едем спокойно. Да, где-то снаружи какой-то шум появляется, но мы здесь в салоне не слышим совершенно ничего. Ну вот мне Рез 9 больше нравится по интерьеру, потому что даже вот эти мелочи какие-то раз уже как-то смотрится побогаче. Ну и в целом посадка как будто бы стала комфортнее. Вот на руль смотришь даже, опять же, и то приятнее становится глазу. Вот это будет весело. А вот тут у нас сейчас резкие повороты. В одну сторону, в другую сторону. Как он по конусам-то не проезжает? Ага. Или проезжает все-таки? Да нет, не проезжает. Смотри, такую машинку длинную. Вот так вот просто вправо-влево. Отлично. Автопарковка. Этим нас уже не удивить, но тем не менее протестировать мы должны.
Вообще AITA дает лучшее тебе во всем, что связано с автопилотированием. Умная парковка, дистанционная парковка, выезд, автопилот в целом с точки А в точку Б. Вот они здесь на первом месте. Ребят, а сейчас мы находимся на самом интересном участке испытаний сегодняшнего дня. Это экстренное торможение. Макет машины, вот такой вот безопасный, надувной. И там уже стоит AITA приготовленная. Она сейчас будет ехать в эту машину на скорости 100 км в час. И мы посмотрим, как она сама автоматически оттормозится, без участия водителя. Км в час. Едем. Приготовились. Остается метров 100. Нет, не жмет тормоз. И вот она. Запусти. Так. Слушай, ну по ощущениям было такое, что вот-вот мы и точно въедем. Вот. Желаю всем, чтобы ни у кого никогда такой ситуации не было. Абсолютно. Что, этап тест-драйва прошел. Интересно, действительно, ощущение. Сейчас немножечко отошел уже от этого всего. И появились какие-то мысли. Вы знаете, вот когда на трассе едешь, всегда думаешь о том, что а вот если вдруг там кто-то резко затормозит, да, и что произойдет, а ты не успеешь, ты там посмотрел в тайме вбок, вправо, лево. Вот здесь действительно вот это чувство спокойствия у вас возникает, когда вы едете на AITA. Потому что эта машина контролирует ситуацию, следит за вас. Конечно же, полностью доверяться этой системе не стоит, но тем не менее, какая-то вероятность того, что когда-то она вам поможет, есть. И вот вы знаете, что самое интересное, что машина, она не оттормаживается слишком резко, так как в потоке, когда вы едете, сзади-то ведь тоже может кто-то ехать. Машина, она оттормаживается постепенно, то есть она выбирает правильную дистанцию, правильное расстояние и постепенно придавливая педальку. То есть, в принципе, то же самое, что и делал бы грамотный водитель на дороге в такой ситуации. В общем, мне понравилось. Друзья, сейчас у нас следующий этап нашего тура с AITA. Поедем мы в автопилоте. Драйв нажали кнопочку автопилота и все. И смотрим, что у нас происходит. Так, объезжает на всех людей, она их видит. Едет прям по какой-то пешеходной дорожке. Ну, понимает, что по-другому ей не проехать никак. Мы сейчас едем по внутриотельной территории. Здесь скорость разрешенная 30 км в час. Автомобиль, соответственно, держит 30 км в час. Выйдем из нее и поедем уже в нормальном городском режиме. И сейчас хочется акцентировать ваше внимание, что мы едем в LCC, то есть это функция удержания в полосе. Это не полноценный автопилот, который ведет машину из точки А в точку Б. Обычная LCC. И вот так прекрасно она едет. То есть это та самая функция, которая будет работать в любой стране, на любой дороге, где есть разметка. А вот сейчас у нас включилась NCA, то есть это уже полноценная навигация из точки А в точку Б. Все, машина сразу бодрее себя повела. В такие моменты она уже начинает где-то при необходимости заезжать за полосу. В общем, ведет себя очень хорошо. Так, оператор, проехала оператора, не побоялась его, на скорости нормально, видит, что безопасно. В общем, все хорошо пока. Сегодня вам показывали автопилот не просто так. Во многих городах Китая очень сложные дорожные развязки. И один из самых сложных городов в этом плане является Чунцин. Вот для примера. Мы уперлись в паркинг, а нам нужно по большому счету переехать на другой конец улицы. Как это сделать? Вот обратите внимание, что с первого этажа мы оказываемся на 8-м. И вот мы уже спустились на 6-й этаж. И самое что интересное, другого пути у вас нет. Хотя вы можете потратить пару часов в пробке на объезд. И вот мы оказались на 1-м этаже опять. И в настоящий момент уже некоторые компании проложили данный маршрут в своих картах навигационных. И на автопилоте вы можете спокойно здесь проехать. Еще из одних сценариев в городе Чунцин может быть такой. Едете, вам навигатор говорит, поверните направо, а там тупик. А оказывается, это лифт. Так, тот момент мы не пролазим, потому что машина-то широкая, но вот сложили зеркала и, пожалуйста. Узенько, пожалуй, очень узенько. Так, мы находимся на 1-м этаже и теперь спускаемся на 4-й.
И я не оговорился, именно спускаемся. Спустились на 4-й этаж и проезжаем сквозь парковку. Спустились на 4-й этаж, а теперь спускаемся еще ниже, но по подземной парковке даже в подземном городе, где, естественно же, есть светофоры. Ну, естественно, куда же без пробок. Как тут, тут без автопилота вообще не выжить? Если приехал в гости в Чунцин, поездить на своем автомобиле, не рекомендую садиться за управление автомобилем без умного автопилота. Либо берите такси. Хотя они тоже могут затупить. Ребят, представляете, мы сейчас едем по парковке уже как минут 10, а над нами небоскребы. Самые большие небоскребы в Китае. Подземная жизнь кипит, даже продавщица мороженого здесь. Если вы застряли в пробке, она выручит. К сожалению, с таким сценарием, как заехать в лифт, спуститься вниз, сделать резкий разворот и направиться к нужному выходу, автопилот еще пока не способен. Только что вы увидели, как справляются с этим трафиком автомобилисты. А каково же быть пешеходом? Давайте посмотрим. Итак, мы находимся в Чунцине на одной из самых посещаемых площадей. Пойдемте поднимемся. Поднялись на площадь, а теперь дойдем до лифта. А лифт нам говорит, что мы находимся на 12-м этаже. Нажимаем на 8-й этаж. И мы оказываемся на парковке. Через эту парковку мы проходим. И мы снова на 1-м этаже. Теперь заходим в соседнее здание. И видим, что здесь уже 7-й этаж. А если пройти еще чуть-чуть, то мы уже на 13-м этаже, друзья мои. Проходим через мост к соседнему зданию, попасть в которое не так-то просто. Придется подождать жильцов. 5 hours later. Спускаемся на 3-й этаж и выходим к метро, которое заезжает прямо в дом. Теперь заходим в соседнее здание и поднимаемся на 22-й этаж. Проходим над страшным ущельем. И мы оказываемся на той самой площади, с которой начиналось наше путешествие. В этом весь Чунцин, ребята. Друзья, а на этом наш тур с Аита закончен. Спасибо компании Serras, Аита, Huawei за приглашение и за предоставленные эмоции. За что удалось нам погрузиться в атмосферу создания автомобилей. Мы, конечно же, впечатлены. Ну а сейчас мы возвращаемся обратно в Шэньчжэнь для того, чтобы снимать для вас интересные ролики. Поэтому, конечно же, подписывайтесь на канал. С вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.